Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я расскажу, какую подкормку мы будем проводить сегодня своим томатам после проведения высадки в грунт. Прошла неделя. На данный момент томаты выглядят сейчас вот так. Кто не видел, как мы проводили высадку, ссылочка сейчас вверху. Можете перейти по ней, посмотреть, как проводили высадку. Ну а мы тем временем давайте осмотрим каждое растение в отдельности. Для того, чтобы было понимание, особенно у начинающих огородников, почему именно такой подкормкой я буду проводить сегодня именно удобрение этих растений. Смотрите, друзья, хорошо развитый стебель. Он не толстый, но и не тонкий. Где-то как мой указательный палец. Ну, вполне нормальное развитие. Лист темно-зеленого цвета развивается тоже нормально. Первая кисть полностью открыта, уже цветет. Вторая еще в стадии только открывания. Ну, в принципе, все растения выглядят именно так. Полностью цветущая первая кисть. И на грани, ну вот, на некоторых растениях уже и вторая кисть полным ходом цветет. То есть идет гармоничное развитие, растение не тормозит, оно развивается, но на некоторых растениях уже начали появляться маленькие плоды. Видите, здесь уже зависть появилась, затем появится еще одна. И вот с появлением каждого вот этого яблочка, пока еще очень маленького, растение будет притормаживаться в вегетативном развитии и перенаправлять свою энергию на наполнение вот этих яблочек. Если мы сейчас позволим растению затормозиться в развитии и в наращивании вегетативной массы, то оно уйдет в генеративное развитие, и много плодов мы с него не соберем. Оно не покажет всю свою сортовую силу. Будет несколько кистей, томаты на ней укрупнятся, какие-то будут побольше, какие-то поменьше, но кистей будет мало, и они будут недоразвитые в любом случае. Потому что без хорошо нарощенной зеленой массы хорошего урожая на растении мы не получим. Это аксиома. То же самое может произойти, если сейчас провести, допустим, подкормку азотным удобрением. Только с точностью наоборот произойдет. Растение начнет наращивать зеленую массу, вместо того, чтобы наполнять вот эти появляющиеся плоды. Плодов будет меньше, они будут мелкими. То есть нам сейчас необходимо провести сбалансированную подкормку, которая приведет к гармоничному дальнейшему развитию этих растений. И вот если мы сможем сейчас сделать так, что и растение продолжит развиваться, и яблочки вот эти появляющиеся продолжат наливаться, вот это и будет высшим пилотажем. Собственно, в этом и состоит сейчас регулирующая подкормка наших растений. Поэтому проводим универсальным удобрением, имеющим в составе азот, фосфор, калий в равных частях. Какое это будет удобрение у вас? Ну, по возможности, я думаю, какое у вас есть, но формула должна быть одинаковая. Вот мы будем проводить 20-20-20 НПК. Кто не знает, что такое НПК еще, друзья, вот видео я снимал, можете, перейдя по нем, посмотреть. Я подробно рассказываю, что такое НПК, ну, для общего понимания, если кто-то начинающий только огородник, после чего у вас вопросов по этому вопросу не останется. А мы продолжим. Итак, формула 20-20-20, азот, фосфор, калий, и позволит нам и наращивать зеленую массу, и развивать корневую систему, и даст толчок к наливу маленьких вот этих появившихся завязей. Если провести, предположим, ну давайте немножко так и так посмотрим, рассмотрим вопрос, друзья, для общего понимания. Если провести формула НПК будет с преобладанием азота, мы запустим в жирование свои растения. Преобладание калия запустим в генерацию, в генеративное развитие. Когда растение остановится, только будет наполнение появившихся вот этих 2-3 кистей. Зависть наполнения будет. Поэтому только лишь универсальная формула, либо 20-20-20, если есть. Если есть, можете даже нитромофоской 16-16-16, либо 18-18-18 удобрений. Но чтобы было вот такой баланс по НПК. И очень желательно, и очень хорошо будет, если в составе еще вашего удобрения, которым будете проводить подкормку, были микроэлементы. Из какого расчета? Можно сделать подкормку, разделить на две части по 10 грамм на 10 литров воды. И поливаем под корень по пол-литра. Ну, я баночкой поливаю. У кого-то капельное орошение, друзья. Там немножко по-другому. До 1 грамма из расчета раствор делается под одно растение.
И обратите внимание, сейчас у нас растения политы, и мы проводим подкормку по влажной почве, для того, чтобы как можно дальше подкормка проникла, корневым окончанием, лучше усвоилась, корни уже здесь достаточно развитые, а удобрение, любая подкормка, как вы знаете, потребляется корневой системой в растворенном виде. Поливом мы промочили почву, а подкормку еще немножко добавим жидкости под корневую систему. После проведения такой подкормки растения пойдут у нас нормально развиваться, органично продолжат. И обязательно при проведении следующей подкормки я покажу, как подействовала на эти растения сегодняшняя подкормка. Вместе с вами посмотрим, правильно ли мы приняли решение о проведении подкормки именно такой формулой. На этом видео закончу. Желаю вам богатых урожаев, конечно же, крепкого здоровья. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.